Тут на днях произошло событие, поставившее крест на нашей цивилизации. Мир завис буквально в считанных минутах от конца света. Две ядерные державы сделали решающий, окончательный и бесповоротный шаг к тому, чтобы нажать заветную красную кнопку. Человечество еще никогда не было так близко к тотальному уничтожению. Мы все вот-вот умрем. Примерно так многие люди реагируют на недавнюю новость. 5 февраля истек договор СНВ между Россией и Америкой, который защищал нас от ядерной войны. Вот только дело в том, что договор этот был не единственной преградой к тому, чтобы полетели ракеты. Просто теперь США и Россия никак не ограничены в том, сколько могут производить ядерных бомб и боеголовок. Сегодня поговорим о том, действительно ли мы приблизились к ядерной войне, и что еще останавливает Путина и Трампа от нажатия той самой красной кнопки. Перед тем, как начнем, напоминаю, что пока еще в мире работает интернет, по ссылке в описании есть способы обхода российских блокировок, чтобы YouTube быстрее работал, ну и Telegram звонил, WhatsApp и все такое. К ролику. Итак, что случилось? Да просто закончился договор, который и так должен был закончиться. Договор называется СНВ-3. Подписали его еще Дмитрий Медведев и Барак Обама, когда были президентами. Времена были беззубые. Медведев с Обамой обнимались и в разных частях планеты пили на брудершафт. Медведев американскому президенту свой кабинет показывал, бургеры они в Вашингтоне вместе ели. Короче, была полная дружба-жвачка, ну и заодно решили ядерный арсенал сократить. Не отказаться, конечно, от ядерного оружия, а просто как-то поумерить пыл и установить ограничения. Можно столько-то ракет, столько-то боеголовок к ним, столько-то подлодок и бомбардировщиков. При этом даже со всеми ограничениями по договорам у России и США осталось столько ядерного оружия, что на весь мир хватит. То есть угроза Армагеддона никуда не девалась, просто мы с американцами договорились, что перестаем соревноваться дальше в количестве этих ракет и способов ими бахнуть. Возникает закономерный вопрос: работал ли вообще договор? Это же просто бумажка. Кто там как может запретить ядерные ракеты строить, Америке или России? О, вы удивитесь, но все очень даже работало. В договор были вписаны инспекции по разоружению. Это означало, что наши военные из Минобороны ездили прямо в Америку и там смотрели, как из-под лодок вытаскивают ракеты, подсчитывали боеголовки на складах, изучали состав арсеналов. И американцы, соответственно, также ездили к нам и тоже все изучали. Инспекции такие продолжались аж до 2020 года, когда военные перестали друг к другу ездить, угадайте из-за чего? Из-за пандемии и ковида! Ну а потом, в 2022 началась война, и партнерские взаимоотношения восстановить уже как-то не вышло. В общем, у договора просто истек срок действия, и продлевать его пока не собираются. С российской стороны таких сигналов вообще нет, а американцы заявили, что вообще хотят новый договор. Сделку заключить. Об этом написал президент США Дональд Трамп в своей соцсети, не забыв похвастаться тем, что предотвратил ядерную войну между Россией и Украиной. И мы, как обычно, понятия не имеем, о чем он здесь говорит и что имел в виду, ну, кроме того, что, наверное, все-таки надо дать ему Нобелевскую премию. Чуть больше конкретики добавил госсекретарь Марко Рубио. Он сказал, что действительно нужен новый договор, куда надо включить еще и Китай. Китай тоже ядерная держава, но в старые договоры их не включали по двум причинам. Во-первых, потому что арсенал у них не такой солидный, как у России и США, а во-вторых, такие договоры – наследие холодной войны. Тогда всех волновали отношения США и СССР, а про Китай как-то вспоминали в пятую очередь с конца. Но даже если нового договора не случится, не стоит паниковать. Подписанная 15 лет назад бумага совсем не единственная вещь, которая защищала нас от ядерной войны. Сейчас поговорим о том, почему ее все-таки вероятность сильно ниже, чем может показаться на первый взгляд из прочтения новостей. Поговорим сразу после небольшой рекламы. Напоследок. Если верить заявлениям, за 2025 год в России заблокировали более миллиона ресурсов и свыше 250 VPN-сервисов, а также несколько VPN-протоколов. Среди недоступных ресурсов есть и популярные мессенджеры. А при отключениях мобильного интернета работает и вовсе лишь несколько сервисов из белого списка. Чтобы сохранить свое право на свободный интернет, поставьте VPN, который быстро адаптируется к ограничениям, в том числе к тем же белым спискам, например, Blank VPN.
Он стабильно работает в России уже 8 лет и разрабатывает технологии обхода новых блокировок одним из первых на рынке. Сейчас у сервиса действует очень выгодное предложение. Вы можете подключить Blank VPN со скидкой до 66% с полным безлимитом по устройствам и трафику. А еще сервис дает 30 дней, чтобы вы могли решить, пользоваться дальше или вернуть деньги, если сервис вам не понравится. Еще одно преимущество – подпиской можно делиться с семьей и друзьями. Это гораздо выгоднее, чем покупать каждому отдельно. При этом Blank VPN не ограничивает своих пользователей в трафике. География подключения 50 локаций. Сервис работает только на выделенных серверах, не записывает и не хранит логи. Серверы работают на скорости до 10 гигабит в секунду. С такой скоростью можно спокойно смотреть YouTube хоть в 8К качестве, одновременно играть и стримить. У Blank VPN также есть удобные приложения для iOS, macOS и Android. Подключиться можно буквально в один клик. Поддержка у них круглосуточная и отвечает меньше, чем за 2 минуты. Если ваш VPN-сервис плохо справляется с блокировками и вы хотите попробовать альтернативный VPN, сейчас самое время это сделать, пока действует акция. Переходите по ссылке в описании или QR-коду на экране, используйте промокод CATS, чтобы подписка стала до 66% выгодней. Всего от 2,5 евро в месяц. Оплатить сервис можно российской картой. Устанавливайте себе надежный VPN-сервис, которому можно доверять. Продолжим наш сегодняшний позитивный ролик. Ядерной войны мы, конечно же, очень все боимся, и понятно почему. Даже малейшая вероятность атомного Армагеддона очень пугает, если вы, конечно, живете не в Новой Зеландии. Но иногда после прочтения новостей появляется ощущение, что вот-вот хоть чуть-чуть в мире что-то пойдет не так, и тут хоть святых выноси, хоть не выноси. Москва и Вашингтон в огне, радиоактивный пепел, Ким Чен Ын тоже куда-нибудь бахнет и так далее. Но все не так просто. На пути к этому достаточно много преград, очень надежных. Во-первых, работает старый добрый принцип взаимного уничтожения, про который вы и так все отлично знаете. Но мы напомним, если страны понимают, что в ядерной войне их самих тоже разбомбят, то начинать такое приключение никто не хочет. На этом принципе и держались отношения СССР и США во время Холодной войны. На нем же мир держится и сейчас. Этот принцип никуда не делся, и никакой отмененный договор его не поменяет. Пока ракет много, взаимное уничтожение работает и останавливает любых лидеров от резких движений близ ядерного чемоданчика. Во-вторых, если первое вас еще не успокоило, то мы продолжим успокаивать. Так вот, во-вторых, в ситуации, когда все идет к ядерной войне, решение запустить ракеты вполне могут затормозить на самом верху. Ну, в России, конечно, вряд ли, у нас тут Путин. Но если он все-таки захочет ударить, то есть вероятность, что все-таки кто-то физически его остановит, ведь у всех же дети, и всем понятно, что будет. То же самое может произойти и в Соединенных Штатах. Там по процедуре решения использовать ядерное оружие вообще должен подтвердить министр обороны. Нет четкого мнения, что будет, если министр скажет «нет». На практике такое не проверяли, потому что никто пока не додумался начинать ядерной войны. Но в США с их открытой системой вероятность, что кто-то остановит безумного президента, еще выше. От случайных ударов или от запуска ракет с какими-то рандомными военными мы тоже защищены. И США, и Россия давно придумали сложные процедуры для запуска. Тот самый ядерный чемоданчик и секретные коды, которые есть только у президентов. Абсолютно невозможно, чтобы какой-то безумный офицер своими руками запустил ядерную ракету на Чикаго или на Питер. Все закрыто 10 системами, а просто поджечь фитиль у атомной бомбы не выйдет. Это не фейерверк. Ну и, конечно, договоры тоже играют свою роль. Впервые их подписали вообще в 70-х. Тогда СССР и США сначала договорились не строить новые ракеты и пусковые установки, а потом и сократить то, что было до. В 91-м Михаил Горбачев и Джордж Буш-старший договорились сократить арсеналы еще больше. Выполнять это обещание пришлось уже Борису Ельцину. Отдельным договором пообещали убрать из арсеналов ракеты малой и средней дальности, чтобы избежать маленькой ядерной войны. Если остаются только прям большие стратегические ракеты, те самые, которые на Вашингтон, то любая ядерная война будет большой и апокалиптической. А такого лидеры из-за все еще той же концепции взаимного уничтожения очень не хотят. Все эти договоры реально работали просто потому, что гонку вооружений без всяких договоров СССР и США уже попробовали и поняли, что такими темпами они точно друг друга однажды разбомбят. Вот и решили остановиться. Как пел Стинг, русские тоже любят своих детей.
Американские лидеры решили придерживаться этой логики и оказались правы. Пока. В принципе, тема ядерного оружия и ядерной войны – верный способ всех напугать. С начала войны в Украине Путин и другие российские политики, тот же Дмитрий Медведев, например, попугать народ очень любят. В первые дни войны Путин по телевизору приказал Шойгу привести ядерные войска в повышенную готовность. И тогда все ожидаемо присели на корвалол. Ситуация была, мягко говоря, нестабильная. Вторжение только началось, никто не понимал, что будет дальше. Фиг знает, раз происходят исторические вещи, то могут, наверное, и бахнуть. Мы тогда, следуя запросу аудитории, даже выпустили ролик, что делать в случае ядерного удара, и пришли там тоже к позитивным выводам, что в случае ядерной войны мы не все умрем. В тот момент было сложно представить, что война в итоге растянется на 4 года, а воевать там будут на ослах и обвешанных сетками буханках. Превалирующее мнение было тогда такое. Сначала блицкриг, ну а если что-то пойдет не так, то война России с НАТО, а потом и ракеты запустят. Ролик получился тогда очень просматриваемый, кстати. В течение войны власти еще несколько раз принимали решение постращать человечество ядерным оружием. Направлено это, конечно, на западные аудитории и на украинцев, но страшно-то всем, понятное дело. Однако после нескольких лет войны стало очевидно, единственное реальное превосходство у российской армии как раз в ядерных силах, и пропагандистская ценность осталась практически только у них. Поэтому для пропаганды их и используют. На самом же деле, почти на всем протяжении войны ядерная угроза сохраняется на одном уровне. Времена, естественно, не мирные, и в каком-то из худших сценариев может таки грянуть апокалипсис. Но его вероятность никак не связана с заявлениями всяких Медведевых и Патрушевых, и не особо связана с происходящим на поле боя в Украине. Война против Киева, напомню, затевалась как быстрая операция с малой кровью, без каких-либо последствий для Путина и российской верхушки. Зачем им повышать риски до мучительной смерти в ядерном пламени, когда план был просто границы подвигать туда-сюда, не очень понятно. Недавно в новостях, кстати, мелькнула еще одна пугалка – часы судного дня. У нас уже было видео, где мы детально их обсуждали. Если вкратце, много десятилетий назад ученые придумали метафорические часы, которые отсчитывают время до ядерного апокалипсиса. Потом, естественно, холодная война закончилась, и создатели увеличили масштаб своих амбиций. Стали не только время ядерной войны вычислять, но и вообще любого конца света. И вот на днях снова большая пресс-конференция и пресс-релиз. Часы судного дня подвинули аж до 85 секунды до полуночи. 1,5 минуты осталось. Если такие новости не читать дальше заголовка, можно решить, что уже завтра будут ядерные грибы над Люберцами. Однако на пресс-конференции все пояснили. Во-первых, стрелку подвинули, потому что закончился тот самый договор СНВ-3, а значит все очень плохо и скоро могут бахнуть. Ну а во-вторых, создатели часов открыли для себя новый мир. Представляете, оказывается, на планете полным ходом развиваются нейросети и искусственный интеллект. От нейросетей люди массово сходят с ума, и вот нас это вот приближает к апокалипсису. Все это, естественно, не точная математика. Ближе всего к ядерному апокалипсису мир, конечно, был во времена Карибского кризиса в 1962 году. Тогда часы судного дня, которые уже существовали, были на отметке 7 минут до полуночи. То есть, когда советские и американские военные были буквально в шаге от запуска ракет, часы судного дня показывали в несколько раз больше времени до полуночи, чем сейчас, когда нам угрожают нейросети. Более того, с 2017 года часы начали двигать не на минуты, а на секунды. Раньше регулярно двигали, и так додвигали, что уже места не хватает на ежегодное продвижение часов в сторону полуночи. Ведут часы ученые, но на практике проект этот в целом такой маркетинговый. Просто в новостях эту тему очень любят и знают, что соберут на ней много кликов и просмотров. Ученые часов правы в одном. Окончание договора СНВ-3 новость, конечно, неприятная. Но это был договор между странами, которые и так уже перестали его выполнять и вообще враждуют. Договор подтверждал желание, которое у обеих стран и так было – перестать ввязываться в гонки вооружений и сэкономить деньги. Что и Россия Владимира Путина, и Америка, наверное, хотят до сих пор. Угроза ядерной войны никуда не делась. Она висела над нами много десятилетий и висеть продолжает. Но от конца договора никакой новой опасности значительной не возникло. А со старой опасностью мы с вами и так как-то живем не 4 последних года, а всю нашу жизнь. Вот так вот. Оптимистичный ролик, наконец, сегодня. Не хватало оптимизма на канале в последнее время. Ну вот вам. До завтра. Thank you.